Пилоты были потрясены, когда их самолет неожиданно оказался в плотном кольце из сотен птиц. Они немедленно попытались изменить курс, однако это не принесло результата. Стая продолжала следовать за лайнером, а на место улетавших птиц тут же прилетали новые. Командир воздушного судна Майкл Харрис и второй пилот Дэниел Коул выполняли обычный рейс над побережьем Флориды. Погода была отличной, небо оставалось ясным и ничто не предвещало опасности. Но спустя некоторое время после взлета самолет оказался окружен огромным количеством птиц, которые вели себя необычно настойчиво. Пассажиры, выглянув в иллюминаторы, с тревогой заметили, что небо вокруг буквально почернело от множества крыльев. Никто из членов экипажа никогда не видел ничего подобного. Создавалось впечатление, что птицы не просто летят рядом, а пытаются заставить самолет изменить направление движения. Осознавая серьезность происходящего, капитан связался с диспетчерским центром. После получения тревожного сообщения диспетчеры немедленно приказали экипажу направиться к ближайшему аэропорту в Джексонвилле. Пилоты выполнили указания, однако птицы продолжали преследовать самолет. Ситуация становилась все более опасной, ведь даже одна птица, попавшая в двигатель, могла привести к тяжелым последствиям. Вскоре произошло именно то, чего все опасались. Одна из птиц попала в турбину двигателя. Раздался громкий хлопок, корпус самолета задрожал от сильной вибрации, и экипаж понял, что один из двигателей серьезно поврежден и больше не может работать в нормальном режиме. Среди пассажиров началась паника. Майкл быстро оценил положение и понял, что продолжать полет до аэропорта на одном двигателе чрезвычайно рискованно, особенно учитывая продолжающееся нападение птиц. После короткого совещания с вторым пилотом он принял единственное возможное решение – выполнить аварийную посадку на воду в заливе неподалеку от побережья. Несмотря на крайне сложные обстоятельства, экипаж сумел совершить почти невозможное. Самолет относительно мягко коснулся поверхности воды и остановился. Сразу после посадки были открыты аварийные выходы и началась срочная эвакуация пассажиров. Однако, стоило некоторым людям выбраться наружу, как птицы стали нападать уже на них. Многие спасались только тем, что ныряли под воду и снимали спасательные жилеты, чтобы не привлекать внимание агрессивной стаи. Через некоторое время члены экипажа заметили странную деталь. Птицы проявляли особый интерес к багажному отсеку самолета и постоянно кружили именно над этой частью фюзеляжа, словно пытались проникнуть внутрь. Примерно через час к месту происшествия прибыли катера береговой охраны. Все это время пилоты поддерживали связь со спасательными службами и передавали координаты своего местоположения. Благодаря четким действиям экипажа и спасателей всех пассажиров удалось благополучно эвакуировать. Однако даже после того, как люди покинули самолет, птицы продолжали кружить над ним. Позже к месту аварии подошло специальное судно, предназначенное для буксировки поврежденного лайнера к берегу. Но когда специалисты попытались закрепить тросы, птицы вновь начали вести себя крайне агрессивно. Лишь использование специальных звуковых сирен позволило на некоторое время отпугнуть стаю и продолжить работу. Расследование началось практически сразу после завершения спасательной операции. Пилоты подробно рассказали обо всем, что произошло во время полета, и признались, что никогда прежде не сталкивались с настолько странным поведением птиц. По мнению капитана Майкла Харриса, разгадка могла скрываться именно в багажном отделении, к которому стая проявляла столь необычный интерес. Во время проверки пассажиров внимание следователей привлек один мужчина по имени Ричард Блейк. Выяснилось, что ранее он уже отбывал наказание за контрабанду редких животных. На вопросы следователей мужчина отвечать отказался и вел себя крайне подозрительно. Тогда сотрудники правоохранительных органов решили дождаться возможности тщательно осмотреть самолет после его доставки на берег. Когда поврежденный лайнер наконец отбуксировали в порт, стало понятно, что птицы вели себя подобным образом вовсе не случайно. Из багажного отсека доносились приглушенные звуки. После вскрытия помещения специалисты обнаружили несколько крупных ящиков, внутри которых находились десятки экзотических птиц. Многие из них были сильно истощены и находились в тяжелом состоянии, а некоторые не пережили перелет. Дальнейшее расследование показало, что Ричард организовал незаконную перевозку редких птиц.
Чтобы скрыть груз от сотрудников аэропорта и экипажа, он использовал сильнодействующие препараты и усыпил животных перед погрузкой на борт. Однако, во время полета часть птиц пришла в себя раньше времени. Оказавшись запертыми в тесных ящиках, они начали громко кричать и звать на помощь. Эти звуки услышали дикие птицы, находившиеся поблизости от маршрута самолета. Именно поэтому огромная стая собралась вокруг лайнера и начала его преследовать. Птицы пытались добраться до своих сородичей и освободить их из заточения. В итоге именно их необычное поведение помогло раскрыть преступление, которое в противном случае могло бы остаться незамеченным.